Привет, дорогие друзья игровой индустрии, с вами вновь команда Game.ru. Игры-новинки, и сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по миру октябрьских игровых релизов. Осень — это не только время убывающего тепла и ярких осенних красок, но и потрясающих новых видеоигр, которые готовы завоевать ваши сердца. Итак, дорогие геймеры, настало время отправиться в увлекательное путешествие по миру видеоигр в октябре. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться. А теперь давайте погрузимся в детали и узнаем, во что же нам стоит поиграть в этом месяце. Assassin's Creed Mirage была выпущена 5 октября. В течение многих лет игры из серии Assassin's Creed становились все более и более крупными и сложными. Однако Assassin's Creed Mirage решила вернуться к своим истокам. Вместо того, чтобы идти по пути увеличения масштабов, она возвращается к корням, исследуя стелс и паркур, которые сделали серию известной. Игровой сюжет разворачивается вокруг Басима, персонажа из Assassin's Creed Valhalla, который проходит через эволюцию от уличного вора до опытного ассасина. Басим — хитроумный уличный вор, ищущий ответы и справедливость, присоединяется к организации, которая изменит его судьбу даже более, чем он мог себе представить. В ходе игры ему предстоит встретиться с различными персонажами, которые будут определять его судьбу. В игровом процессе вас ждут паркур по узким улочкам старинного Багдада и наборы инструментов истинного скрытного убийцы. Вы будете выполнять контракты в бюро ассасинов, собирать важные доказательства и бесшумно устранять цели, совершая еще более жесткие убийства. При создании этой игры разработчики решили вернуться к корням серии, поэтому здесь нет огромного открытого мира, системы уровней и выбора в диалогах. Вместо этого игровой процесс сосредоточен на стелсе. В Assassin's Creed Mirage вы почувствуете дух оригинальных частей серии и оцените выдающуюся графику и оптимизацию. Однако у игры есть и свои недостатки. Многие обозреватели нашли Басима скучным персонажем, а геймплей монотонным. Искусственный интеллект недостаточно умен. Тем не менее, некоторые обозреватели считают Assassin's Creed Mirage свежим взглядом в мире RPG с открытым миром. Прохождение игры занимает около 15 часов. NHL 24 увидел свет 6 октября, словно листья, спадающие с деревьев в осенний период. Как и всегда, EA выпускает новую версию игры NHL ежегодно, и в этот раз разработчики приготовили обещающие изменения и новшества. В этом году хоккейный симулятор NHL 24 предлагает обновленный игровой опыт, который обеспечивает игрокам непревзойденное управление своими хоккеистами благодаря движку Exhaust Engine. Улучшенные атакующие действия и развитие навыков будут поощряться, что добавляет больше аутентичности игре. Усовершенствованная физика и анимация придают больший контроль над хоккеистами и создают более реалистичные ситуации на льду. Разработчики также внедрили новые возможности управления, такие как симуляция желания передать пас, чтобы сбить с толку соперника. Кроме того, NHL 24 предоставляет игрокам возможность насладиться кросс-платформенной поддержкой, что позволяет владельцам разных поколений игровых консолей играть вместе и разделить радость хоккея на льду. Forza Motorsport наконец вышла в продажу 10 октября и готова завоевать сердца всех поклонников гоночных симуляторов. Разработчики охарактеризовали ее как одну из наиболее технически совершенных игр в этом жанре. И хотя мы не можем полностью согласиться с этим, есть несколько аспектов, которые заслуживают внимания. Визуально новая Forza Motorsport впечатляет. Трассы, эффекты освещения, физика, погодные условия и даже износ шин. Все выглядит потрясающе. В игре предоставлена обновленная система динамической смены времени суток, которая влияет на геймплей. Также переработана механика вождения, а автомобили и трассы воплощены с использованием 3D-сканирования и фотограммометрии. В игре также внедрена система повреждения автомобилей. Физика управления заслуживает отдельной похвалы. Она действительно приятна. В Forza Motorsport доступно более 500 автомобилей и 20 реальных трасс по
по всему миру, что делает ее одной из самых доступных игр в жанре гоночных симуляторов. Она подходит как для опытных игроков серии, так и для новичков. Впечатления от игры могут сильно зависеть от вашей приверженности к гоночным симуляторам и стремления улучшить свои результаты в гонках. Система прокачки машин тоже необычна. Каждый авто требует улучшений отдельно. На старте может показаться, что контента немного, но вероятно, разработчики будут расширять его в будущем. Еще одним плюсом является то, что Forza Motorsport доступна в Xbox Game Pass, что делает ее еще более доступной для игроков. Lords of the Fallen вышел в продажу с 13 октября. И если вы являетесь фанатом игр в стиле Souls и хотите чего-то нового, то, возможно, стоит обратить внимание на Lords of the Fallen with Hexworks. Игра разработана на движке Unreal Engine 5, и это сразу бросается в глаза. Все выглядит красиво и насыщенно, однако особенно привлекает концепция параллельных миров, подобных тому, что мы видели в играх типа Dark Souls и Bloodborne. Игроки смогут использовать магический фонарь для переключения между мирами живых и мертвых. Эта способность будет полезна для исследования мира и достижения труднодоступных мест, а также поиска секретов. В условиях игры в стиле Souls это довольно оригинальное и интересное решение. Сюжет игры включает в себя борьбу с монстрами в двух разных мирах, стремясь свергнуть могущественного и беспощадного бога-демона Адира. Игра, очевидно, берет вдохновение от Dark Souls, и разработчики выбрали подходящую формулу экшен-РПГ. Боевая система напоминает Dark Souls, но с большим уклоном в магию. Однако заклинания выглядят эффективно, и их удобно использовать. Боссы обещают быть зрелищными и с вызовом. Важно отметить, что Lords of the Fallen не просто сиквел, но и своеобразный перезапуск франшизы. Игра будет немного больше и разнообразнее, чем оригинал, с полноценным кооперативом и PvP режимом. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged выходит 19 октября. Это продолжение аркадной гонки с игрушечными машинками. Разработчики решили разнообразить геймплей и предоставить игрокам возможность соревноваться на новых локациях, будь то домик в пригороде или мини-гольф на Диком Западе. В продолжении вас ожидают более 130 моделей Hot Wheels, а также мотоциклы и квадроциклы с собственным уникальным стилем управления. Новая система разделяет технику на категории, каждую из которых можно улучшать с помощью дерева навыков. Помимо дрифта и нитро, у вас будет возможность использовать боковое ускорение и совершать одиночные и двойные прыжки. Это поможет вам сбить соперников с трассы или уклониться от барьеров. Кроме того, прыжки помогут вам увернуться от машин и находить альтернативные пути. Конечно же, в игре будет редактор трасс, а также новый одиночный режим, в котором вам предстоит спасти город, выигрывая гонки и проходя вызовы. Готовьтесь к захватывающим приключениям в мире Hot Wheels. Spider-Man 2 наконец выйдет 20 октября. Возможно, самый ожидаемый запуск месяца. Продолжение вернет дуэт Питера Паркера и Майлза Моралеса. Вторая часть усилит все, что было заложено в первой. Это будет еще более масштабным и хаотичным. Нас ожидают новые антагонисты, более крупный Нью-Йорк, больше миссий и умений, чтобы максимально опробовать наших героев. Разумеется, будет больше игровых механик, а сюжет обещает стать еще более увлекательным. Районы Нью-Йорка, включая Бруклин, Манхэттен и Квинс, будут воссозданы с использованием фотограмметрии. Город в 2 раза больше по размеру, и атмосфера игры стала более мрачной, хотя без юмора не обошлось. Если говорить о графике, то детализация возросла, и все выглядит потрясающе благодаря увеличению карты в 2 раза. Боковые миссии стали намного более разнообразными. Разработчики подготовили для Питера и Майлза разные миссии, и некоторые из них будут связаны с основным сюжетом, в то время как другие представляют собой разнообразные задачи. Кроме того, теперь вы можете мгновенно переключаться между 2 главными персонажами, Питером и Майлзом. Оба паука будут иметь свои уникальные навыки и способности. Также вас ждет улучшенная механика боя, новые способности и гаджеты. Босс-битвы обещают стать глубже и эпичнее, чем когда-либо. Костюм симбиота будут играть важную роль в геймплее, и его способности сочетаются с любыми трюками Спидей.
Spider-Man 2 также предлагает более 65 различных скинов, начиная от тех, что появлялись в фильмах Marvel, и заканчивая одеждой из комиксов. Интересно то, что цвет некоторых из них можно будет настраивать. В Spider-Man 2 будут доступны 3 графических режима: 4К при 30 FPS, 4К при 40 FPS с поддержкой VR и 1080p при 60 FPS. При этом во всех 3 режимах будет включена трассировка лучей на полную мощность. Прохождение займет столько же времени, сколько и первой части, примерно 20 часов. Cities Skylines 2 будет доступен с 24 октября. После многих лет управления и создания разветвленных и впечатляющих городских пейзажей в Cities Skylines, коллектив разработчиков Colossal Order наконец готов двигаться дальше и создал сиквел Cities Skylines 2. Первая часть была действительно замечательной, но, судя по всему, вторая будет еще лучше. В сиквеле будет самая реалистичная симуляция города, когда-либо созданная. Игроки смогут построить любой город, который они смогут представить, и наблюдать его развитие от скромного поселка до оживленного мегаполиса, начиная с отдельных домовладений и заканчивая экономикой и системой транспорта. Проект предложит глубокую симуляцию. Игра будет легкой для освоения новичками, но сложной для становления настоящим мастером. Cities Skylines 2 даст возможность создавать и развивать город с глубоко проработанными транспортными и экономическими системами, множеством вариантов конструкторских и модификационных настроек, а также расширенными возможностями моддинга. Разработчики обещают самый открытый городскую песочницу на планете. К сожалению, версию для консолей перенесли на весну 2024 года. Ghost Runner 2 выходит 26 октября. Когда она только что появилась, мы считали ее более жесткой версией Mirror's Edge. После успеха захватывающего Ghost Runner One More Level планирует продолжить эту сюжетную линию в киберпанк-стилистике. В сиквеле события разворачиваются через год после оригинала, и сюжет рассказывает о противостоянии главного героя в жесткой киберниндзя-секте. Игра предлагает динамичную боевую систему в духе «один удар, одно убийство», бег по стенам, паркур и доступ в киберпространство. В сиквеле присутствуют новые боссы, улучшенная боевая механика, новые гаджеты и способности, переработанная система прокачки персонажа, нелинейные уровни, на которых можно перемещаться на мотоцикле, а также новые хардкорные режимы. В целом, игра выглядит гораздо лучше первой части, беря все лучшее из оригинала и умножая на 2. Если вы еще не играли в демо-версию Ghost Runner 2, то обязательно попробуйте. По мнению тех, кто играл, она удивительная. Alan Wake 2 выходит в продажу с 27 октября. После многих лет ожидания поклонники Remedy наконец-то смогут пережить следующую главу истории Алана Уэйка. Известный сценарист возвращается в долгожданном продолжении, которое использует мощные современные технологии и будет держать игроков в напряжении с начала до конца. Основное отличие второй части заключается в том, что в игре будут 2 протагониста. По сюжету сага Андерсона, опытного агента ФБР, отправляется в город Брайт Фоллс на побережье Тихого океана. В этом городке, спрятанном среди гор и лесов, происходит серия жутких ритуальных убийств. Задачей Андерсона является раскрытие преступлений. Однако, когда героиня находит страницы из жуткого романа, которые начинают оживать прямо перед ее глазами, эта история быстро превращается в настоящий кошмар. Боевая система второй части основана на той же механике, что и в первой части. Противники почти не реагируют на пули, поэтому сначала их нужно ослабить с помощью фонарика или другого источника света. Кроме того, в сиквеле батарейки расходуются не только во время боя, но и при осмотре некоторых предметов. Alan Wake 2 обещает усилить элементы хоррора до максимума, что, вероятно, радует всех, кто играл в первую игру. Кроме того, компания Remedy значительно расширила свои возможности в последние десятилетия. И именно поэтому сейчас наступил подходящий момент для долгожданного продолжения. Будет ли оно хорошим или плохим, узнаем только после релиза.
EA Sports UFC 5 выходит 27 октября. В то время как месяц начинается с новой игры NHL от EA, он завершается новой игрой UFC от того же издателя. UFC 5 стремится взять игровой процесс, который сделал серию файтингов настолько популярной, а затем расширить его благодаря обновленному движку Frostbite. Благодаря новым системам повреждений, значительному улучшению графики и физики и множеству игровых режимов, в которых можно принять участие, эта игра определенно порадует игроков. Спасибо вам большое за то, что присоединились к нам в этом увлекательном обзоре игровых релизов на октябрь. Надеемся, вы нашли здесь что-то интересное для себя. Не забывайте делиться своими впечатлениями в комментариях и предлагать свои игры для обзора. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры и обновления. Мы также приглашаем вас присоединиться к нашим группам ВКонтакте и Discord. В этих сообществах вы сможете обсудить игры, получить ценные советы от опытных геймеров и поделиться своими впечатлениями. Мы ценим вашу активность и готовы создать пространство для настоящих ценителей игр. Спасибо за просмотр и до новых встреч на Game Room, игры-новинки, где всегда все делается с душой.